каждый орган вынимается из тела, кладется на весы, взвешивается, описываются размеры. От каждого умершего набирается такая вот баночка, маленький кусочек мозга, маленький кусочек сердца. Эти кусочки отправляются в лабораторию, и специалисты, микроскописты, гистологи подтверждают или уточняют тот диагноз, который поставил врач у секционного стола. Я судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук. И я уже 20 лет работаю в Одесском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Для меня очень непривычно, учитывая мою работу, видеть вокруг столько одновременно шевелящихся лиц. Примерно в сутки поступает сейчас где-то около 15-20 тел. Общая смертность по области – это где-то 15 тысяч умерших в год. И где-то 4-5 тысяч – это наши случаи. Осмотр тех, кого кто-то побил, кому кто-то причинил телесные повреждения, как мы это называем. Например, мы видим, что на этой куртке достаточно много крови, уже подсохшей. То есть это может быть либо кровь самого пострадавшего, который был в этой куртке и погиб, да, это может быть на самом деле и кровь, допустим, преступника, который тоже мог пострадать в схватке с этим человеком, да. Где-то лет 10 назад в Одессе был шумный и громкий инцидент. На территории психиатрической больницы студенты нашли грудь женскую, отрезанную. Паника по этому поводу в городе поднялась ужасная, все бонзы немедленно съехались, начальник райотдела, начальник городского управления милиции. Был вызван и я в тот день дежурил. Мы начали описывать, осматривать место происшествия и нашли место, где была рыхлая земля. Начали ее раскапывать, нашли там еще грудь, потом еще. В общем, в общей сложности мы нашли около 30 грудей. Естественно, учитывая, где это найдено было, возникла у всех твердая идея, что это маньяк. В психушке действует маньяк, он убивает женщин, расчленяет, отрезает груди. Но потом мы начали сомневаться, потому что а где все остальное? Ну ладно, груди, но где там руки, ноги, туловище, головы, ничего нет. Потом выяснилась правда, которая, к счастью, оказалась более смешная, чем ужасная. Рядом с психбольницей, за заборчиком от нее, находится онкобольница. И в этой больнице самый частый, пожалуй, вид операции, да, это удаление груди с какой-то опухолью. Какой-то ленивый медперсонал из онкобольницы, вместо того, чтобы положенным образом оформлять, описывать весь этот биоматериал, вместо этого ночью, в нычку, так сказать, перелезший через забор к соседям, просто прикопал мешок, значит, с этим содержимым. Ну, а собачки, которые по территории больницы там гуляют, разрыли и повытаскивали все это наружу. Это, пожалуй, такая одна из самых ярких и веселых историй из нашей работы. Пересчитались, никто в холодильнике не остался. Человек, погибший в результате, допустим, утопления, на жаргоне, вот, что нашим, что милицейском, это, в общем, общий жаргон, может именоваться поплавком, погибший в результате повешения маятником. Вот. Но таких слов на самом деле немного, и они употребляются сугубо, так сказать, между своими. Понятно, что с такими терминами никто не общается с гражданскими, так сказать, людьми, тем более с родственниками покойных. Сказать, пожалуй, вот что. Смерть – это то единственное, что всегда есть и будет в человеческой жизни. Человек может жениться, выйти замуж или не сделать этого. У человека могут быть дети, а может не быть детей. Человек может найти работу или не найти работу. Но то, что в его жизни точно случится рано или поздно, он умрет. И это неизбежность смерти, это то, о чем мы должны всегда помнить и строить свою жизнь, исходя из этого факта. Он очень дисциплинирует. Неизбежность этого факта,
нас заставляет в определенном смысле торопиться, да, нас заставляет жить так, чтобы в любой момент было не стыдно умереть.